В этом доме со мной сегодня ночевал товарищ из России, который путешествует автостопом. Он путешествует уже 25 месяцев, он сказал, больше 2 лет. И сейчас он нам все расскажет о себе и о своих путешествиях. Хочу вам представить Максима, который путешествует уже 25 месяцев. Да, уже 26-й пошел. Больше 2 лет. Да. Больше 2 лет путешествует автостопом. И не просто по США, а по миру. Представься, пожалуйста, расскажи. Ну ты, собственно, я уже представил, я даже не знаю, что конкретно тебе рассказать. Из Абакана, из Сибири. В один момент решил поехать вокруг света, исполнить свою мечту и сделать именно не просто путешествовать, а именно сделать кругосветку. То есть посетить все обитаемые континенты и обернуться вокруг земного шара. Собственно, этим я сейчас и занимаюсь уже 3-й год. Что повлияло на твое решение? Что повлияло? Как ты решил? Ты сидел, пил чай, да, курил знаешь, сигарету или вот что-то типа еще того. и решил, что я поеду. Да, типа того. Решил, думаю, ну а что, работа, семья, как-то вот это вот все уже изо дня в день одно и то же, бытовуха. Я думаю, у тебя вот примерно та же самая история. У каждого своя история, Да. как ни крути. Да, и все, думаю, ну вот или сейчас, или никогда. Собрался, решил, поехал. Все, продал, что можно, раздал все, что можно, и как бы остался просто с одним большим рюкзаком и уехал. Вот и все. Никто с тобой не хотел поехать, только ты один? Ну, один товарищ меня провожал по России, пока я до Монголии добирался. Потом по Монголии ехал один, в Китае встретился с другими ребятами, уже просто на улице в хостеле познакомился с русскими. Путешествовал немножко с одной девчонкой, как раз с хостела, потом опять один, потом со старым другом в Таиланде. То есть в Азии вообще русских, знаете, не проблема. Потом, когда я уже улетел в Австралию, там сложнее, потому что визу получить сложнее, и нищебродов, подобных мне, там не очень много из России и русскоговорящих. Вот, поэтому там путешествовал один. Собственно, по Америке тоже один. Какая твоя карта, откуда началось путешествие? Ты из Абакана сначала поехал в Китай. Нет, из Абакана у нас нет границ с Китаем, ну, вот именно если смотреть по Сибири, а не Дальний Восток. Я поехал в Монголию, то есть сначала Республика Хакасия, потом Тува, из Тывы я ушел пешком на Горный Алтай, это тоже моя мечта была там прогуляться, очень красивые места. С Горного Алтая я ушел на Монголию, проехал по западу Монголии, в Синьцзянь, и 2 месяца путешествовал по Синьцзянь, по Китаю по всему. Оттуда ушел на Вьетнам, Таиланд, Малайзия. Ну, еще между Таиландом и Вьетнамом Камбоджа была. Да, после Малайзии улетел в Корею, там немножко поработал нелегально. Вот, потом были Филиппины, потом Индонезия, Шри-Ланка, Индия, Австралия, Ист-Тимор, опять Австралия, потом Новая Зеландия, потом Гавайи, и, собственно, вот я на континентальных штатах. То есть после Новой Зеландии были Гавайи, а потом Соединенные Штаты? Ну, Гавайи, Штаты. Ну, я понял, да, то есть Новая Зеландия уже, да, это как бы середина была в океане такая, да? Да. Остановка. Да. Да и так и дешевле лететь, на самом деле, чем напрямки билеты были. Так, получается, сейчас тогда тур идет по Америке. Как по Америке? Ну, какие Северная города? Америка. Северная Америка. Начал север. Откуда ты прилетел из Гавайи? Сиэтл, Вашингтон, то есть как раз на границе с Канадой. Проехался немножко по северным штатам, и сейчас плавно двигаюсь на юг, в сторону Майами. Да, потом Куба, потом Мексика, и потом с Мексики в Панаму автостопом. Потом из Панамы уже буду думать, либо вернусь в Америку, чтобы немножко заработать денег, либо, если деньги останутся в достаточном количестве, полечу сразу в Южную Америку. А как с визами? Визы заранее все открыл? Нет, что ты, я же не знаю, когда и где я буду. Нет, конечно. Единственная виза, которую я делал заранее, это была китайская виза. А, допустим, австралийскую я делал на Шри-Ланке, американскую в Австралии, также в Австралии делал Новую Зеландию. Да и, собственно, что там, остальные визы, которые у меня были мелкие, там Шри-Ланка, Камбоджа, они все делаются за границей. Ну вот сейчас тяжелые отношения с Америкой в России, и это тяжело было открывать визу? Вообще никаких проблем. По сравнению с австралийской визой, американская, это просто ерунда полнейшая. Во-первых, никакие документы, ну, они же не требуют никаких подтверждений. Вообще никаких. То есть ты в анкете можешь указывать все что угодно. Потом приходишь на собеседование, у тебя есть 2 минуты, чтобы убедить человека, который тебя принимает, в том, что ты
действительно хороший парень. Вот и все. Меня принимала какая-то женщина, девушка из Индии, ничего не спрашивала, собственно, спросила, зачем я лечу, я сказал, насколько ей ваша виза одобрена. При этом в Австралии нет никаких... Что сказал? Ваша виза одобрена. Не, ты что сказал? Я сказал, ну, турист, что, по мне же видно, что это Просто, турист. да, я турист, я путешествую, я Конечно, хочу туда. конечно. У меня были билеты распечатанные, не оплаченные билеты, бронь билетов, бронь отелей, тоже ничего не оплаченное, плюс, ну и, собственно, и все, больше ничего не было. Денег у меня особо нет, счетов у меня нет, работы у меня нет, квартиры у меня нет. В принципе, нищеброд. Ну, я знаю примеры, что люди показывают чуть ли не размер трусов, вообще просто все показывают и им отказывают в визе. Да это не важно, это все зависит от того человека, кто принимает. Если у него хорошее настроение, ты получишь визу, если нет, то не получишь. Тут не важно, что им вообще показывают. Это как разговор с полицейским, да? Вот он, да, у него хорошее настроение, он тебе даст карт-бланш, ты свободен. Да, У него плохое настроение, он здесь тебе за все понавыписывает кучу штрафов. Здесь то же самое абсолютно. Вот и все. Получается, ты в каждой стране, вот сейчас ты летишь на Кубу. На Кубу, насколько я знаю, не нужно визу, там просто платишь 20 или 25 долларов, когда ты улетаешь, в чем интересно. Ты на Кубу прилетаешь, ничего не платишь, а когда ты улетаешь, ты должен заплатить. Да, так это было. Да, это минус, потому что обычно люди спускают все деньги свои на Кубе и летят уже пустые, а потом им говорят, дайте денег на вылете, а они... А потом уже летишь в Панаму. В Панаму нужна виза россиян? Я лечу в Канкун. В Канкун, а потом в Панаму ты едешь уже автостопом. Да, ну там практически все страны, они открыты, тем более с американской визой, в той же Мексике у меня срок пребывания увеличивается. То есть, если у тебя есть российский паспорт с американской визой, ты можешь идти в Мексику без не проблем. делая заранее никаких ни электронных разрешений, никаких виз, и пребывать там, если не ошибаюсь, 90 дней. Вот так, да? А другие страны Южной Америки? Ну, там тоже ситуация с российским паспортом весьма неплохая. То есть я могу спокойно путешествовать, особо не парясь. Там какие-то соглашения у них, но это все я буду читать более конкретно чуть позже, когда уже прилечу в Мексику. Сейчас мне интересна именно Америка, я больше интересуюсь Америкой, я имею в виду США. Вот. Но в общем и целом никаких проблем вроде бы в Центральной Америке, вот именно вот этих стран, от Мексики до Панамы, никаких проблем с визами быть не должно. Есть в твоих планах Африка? Конечно. Это же обитаемый континент. То есть с Южной Африки, да, планируешь? После Южной Америки лечу в Африку. В Южную Африку, и потом поднимаешься на север по Африке идешь, или как твой маршрут спланировал? Я буду смотреть, как будут более дешевые билеты. Вообще, то есть по билетам? Да, конечно. Но это же очень опасно, там Конго и вот Центральная Африка это... Ну я хочу по побережью пробраться. Там людей режут как собак, я там хочу пробраться тяжело. по побережью, не в глубину. Получается, от Марокко до Танзании. По запад-восток. Как насчет Мадагаскара? По западному. Восточное побережье, там Мадагаскар. В те края не пойдет? Ну, на Мадагаскар, может быть, слетаю, если опять же позволят деньги. Там и до Мальдив недалеко. Да, Мальдивы это ерунда. Что там? На те же Мальдивы, если захотеть, ты можешь с Куала-Лумпура улететь там баксов за 70, наверное. Вообще, да? Конечно, там копейки, это ничего такого нет, эти Мальдивы. А вот Мадагаскар, конечно, вещь интересная, я уже там буду смотреть. Как арабские страны? Черт кто знает. Ты так далеко смотришь, я буду в Африке, по моим прикидкам, года через 2 только. Главное, чтобы двигаться в одном направлении, то есть вокруг света. То есть обратно, допустим, в ту же Австралию сейчас я уже не полечу. Вот, то есть сейчас именно здесь, потом Африка, потом Европа и уже автостопом как бы в России и все, конец. Европа, Шенген тоже будешь открывать где-то? Конечно. И будешь открывать ту страну, в которую ты въезжаешь, например, Италия, Испания? Да. Я думаю, все так и будет. Короче, ребята, вот еще один пример, что надо не бояться. Кто сыт, тот погибает. Не бойтесь. Просто вперед и только вперед. И импровизируйте. Когда строишь планы, они вечно ломаются. Когда ты думаешь, мозг, он тебе ничего хорошего не... Он тебе никак не помогает. А вот импровизация, момент, случай, прислушивайся к людям, прислушивайся к обстановке. Импровизируй, и тогда все будет получаться. Ты согласен? Я бы сказал немножко иначе.
Я бы сказал, что ссать это нормально. Но главное ссать и двигаться дальше. Ссать и делать то, что ты хочешь делать. Потому что, ну, это нормально бояться, в конце концов. Все люди боятся. Мы люди, но, да. но нужно жить с этим страхом и пытаться его перебороть. И это будет здорово, когда ты делаешь шаг туда, куда ты думал, никогда не сделаешь. И вот спроси меня 2 года назад, ёпа мать, ты вот будешь там по Гранд Каньону лазить, да, например, или в каньон Антилопы спустишься, и я бы сказал, да ну нафиг, такого никогда не будет. Не И вот может быть. я сделал один всего лишь шаг, я бросил работу, вышел на трассу и поехал, и спустя 2 года я вот путешествую по Америке, бывал в Новой Зеландии, в Австралии, и в еще там, в пару десятках стран, и еще как минимум в стольких же странах я побываю, я думаю, еще больше, потому что страны маленькие, и все это меняется. Вот, то есть просто сделайте первый шаг и не бойтесь, и все будет здорово. Автостопом. Автостопом. Он за собой тащит рюкзак размером с него, если не больше. И все время это на плечах все. Да. И ножками, 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 ножками. Не ссыте, народ. Путешествуйте. Пока. Пока.